21 день осени, 1086 год. Королевство Стургия находится в состоянии войны с тремя сильными королевствами. Веками племена, населявшие необъятные степи к востоку империи, кочевали. Временами вторгались в имперские земли для грабежа и торговли, а затем возвращались обратно в степи к завещанной предками свободе. Однако 2 поколения назад, где-то далеко на востоке что-то случилось. Может, ветры поменяли направление, или появилась какая-то серьезная угроза, заставившая кланы кочевников перейти в движение. Узаит-Урхан, объединив кочевников, повел огромное войско на Дальний Восток империи, захватил там крупные города и основал на этой территории ханство. Непокорным кочевникам он привил дисциплину, заставив их подниматься на войну по его приказу, а не тогда, когда им вздумается. Но после смерти великого Урхана воплощенный им дух единства был утерян. Его потомки по-прежнему правят ханством, но многие хузаитские кланы пытаются свергнуть законного хана Манчуга, чтобы занять его место. На данный момент ханом хузаитов по-прежнему является Манчуг из клана Урханаитов. Он терпеливо наблюдает за упадком империи и мечтает о продолжении дела своего предка Урхана и покорении новых обжитых земель. Однако некоторые кланы понесли множество потерь в войнах Урхана и считают, что ханство не возместило их в достаточной мере. Они хотели бы, чтобы хан меньше интересовался военными победами и больше думал о справедливости. Вландийская монархия ведет свое начало от Озрика Железнорукого, военачальника, захватившего западное побережье империи и признанного ею королем в качестве платы за мир. Став королем в новых землях, Озрик сделал своих приближенных баронами и графами, даровав им власть над землями в обмен на клятву воевать под его знаменами. Немногие короли Вландии после Озрика стремились расширить границы королевства. В основном они просто позволяли баронам враждовать друг с другом сколько угодно, лишь бы когда потребуется, у тех нашлись бы деньги и войска для общего дела. Дертерт – нынешний король Вландии. В юности он мечтал о славных военных походах, но на деле большую часть своего времени он тратит на подавление восстаний, обуздание претендентов на трон и борьбу с капризами баронов. Когда это возможно, он предпочитает улаживать споры миром, убеждая кланы отказаться от притязаний на земли соседей и довольствоваться своими владениями. Из-за этого многие вландийцы ворчат себе под нос, что сильному народу пригодился бы более решительный король. Большая часть наиболее древних родов империи живет на севере. Их основатели прибыли сюда как пограничные лорды, а Сенат наделил их обширными владениями ради усмирения северных племен и защиты границ от налетов ботанийцев, стургийцев и хузаитов. Они осушили болота и превратили поймы рек в плодородные поля, вырубили леса и использовали склоны холмов под пастбища. Но когда республика превратилась в империю, а императоры стали все больше и больше зависеть от денег и земель, которыми они могли награждать своих верных солдат, знать начала опасаться, что однажды их поместья будут захвачены каким-нибудь тираном, нуждающимся в деньгах. И как результат, в разразившейся гражданской войне они всеми силами поддерживают Люкона, считающий, что Сенат, состоящий из олигархов, является верховной властью, а император — лишь его слуга. Северной Третьей империей правит Люкон из клана Остик, который придерживается олигархических взглядов в имперской политике. Он уверен, что лишь строгое соблюдение законов империи может избавить ее от тирании. Люкон, как и другие олигархи, считает, что лишь земледельцы обладают достаточным образованием, опытом управления и накопленным имуществом, чтобы соблюдать и ценить законы. И поэтому власть Сената, состоящая в основном из олигархов, должна быть главенствующей. Он умер своей смертью в 1086 году в возрасте 64 лет. Но вернемся к Трувору. А Трувор этим временем находится в славном городе Аморе и направляется прямиком в цитадель города, чтобы пообщаться с гостями. Соответственно, стража наша, проблем с документами нет. Кто в теремочке живет, кто в невысоком живет, кто приехал в гости в Амор, приехал на турнир. Так, и первым нам попадается на нашем пути Юха из клана Бенизиляль.
Ассирайские легенды не дают точного ответа на вопрос о том, как появились Бени-Зиляль, сыны теней. Большинство сказателей начинают свой рассказ с проповедника, который увлекал последователей в свою крепость посреди пустыни с помощью галлюциногенных трав и запугивал ассирайскую знать наемниками-убийцами. Впрочем, совершенно неважно, насколько эти истории правдивы. Сейчас братство Бени-Зиляль — это сообщество грозных воинов, которое собирает с караванов плату за проход по пескам Нахазы, ведет дела с местными властителями и готовится к тому, чтобы открыто заявить о себе миру. I don't think I know you. Peace to you, stranger. Эй, а я ведь вас не знаю, надеюсь, вы к нам с миром. Ну, сюда-то точно я с миром. Ну а с вами, пока вроде бы не враждуем, пока ты на стороне Стургии. Меня зовут Трувор, кто ты? Я Юха из клана Бени-Зиляль. Насколько мне известно, мы не нанимались с вами сражаться. Но это уж точно. Я бы запомнил. Бени-Зиляль — хранители тайны. Интересно, какой? Мы наблюдаем из тени. Из тени зачем? Враждуй с нами на свой страх и риск. Ну хорошо. Уговорил. Все уточнил. Спасибо за ответ. Мне пора идти, увидимся на турнире. Было приятно встретиться с вами, наверное, и нам. Приходите, если что-нибудь понадобится. Интересно, что мне от тебя может понадобиться? Так, на троне восседает сам хозяин всего трона, всего города, всего трона, всего зала, всей цитадели, князь Олег. Трувор, сколько лет, сколько зим. И мы рады тебя видеть, князь Олег. Кстати, ему какая-то помощь требуется, давай-ка спросим. Эти войны забрали множество моих людей. Говорят, храбрые гибнут первыми. Все меньше и меньше семей готовы отпускать своих сыновей воевать под моим началом. Но от того, что у меня возникли проблемы, войны не прекратятся. Понимаю. Верно. Глаголишь, верно говоришь. Ну и чем мы можем помочь? Мне нужно больше рекрутов в гарнизон Амора. Поскольку дела требуют моего присутствия в другом месте, возможно, я могу попросить вас найти мне 7 стургийских солдат, извиняюсь, и привести их в гарнизон. Могу ли я вас об этом попросить? Ну, в принципе, можешь. Другого способа, да, нету, скорее всего. Думал, нету, и его нету, потому что мои воины не обучены. 7 всадников с ними, с кем-нибудь из них я не могу отправить. 2287 не такая уж большая, в принципе, плата, но вот больше прельщает то, что в отношениях, мы улучшим отношения с князем Оликом, нам надо улучшать отношения с тургийской знатью, со всеми князьями, со всеми подданными, со старостями, с купцами, с бандитами в городах, со старейшинами в деревнях. И, естественно, с князьями Стургии. Хорошо, мы приведем тебе 7 стургийских солдат. Блин, еще их надо обучить будет. Новобранцев надо набирать. Ладно. Так уж и быть, князь Олег. Мы поможем тебе. Так, далее. Кто здесь? Аполлания. Аполлания общается с Валькавой. Валькава, да. Аполлания. Ого, незнакомое лицо. Мир вам, как вас зовут? Трувор, а ты кто? Я Аполлания из клана Кулавингов, имя которого вы наверняка еще не раз услышите в сказаниях стургийцев. Ну, слышали, да, знаем, и не раз, конечно, да, услышим еще. Так, запомни, если когда-либо встанешь у меня на пути, пойдешь на корм воронам. Хорошо, запомним. Какая, смотри. Дерзкая. Единичка в отношениях. Она, получается, дочь Сиги, старшей сестры Олика, и, получается, племянницей Олика. Клан Кулавингов. Так, ладно, мне пора идти. Увидимся на турнире. Прощай. Если никто не перережет тебе глотку, возможно, мы еще увидимся. Оптимистично. Хорошо. Увидимся. И ты храни себя. Не кашляй. Валькава. Мир вам. Позвольте узнать ваше имя. Она довольно-таки рада, прям вот сразу нас видеть, не то что Аполлания. В отношениях 6. Трубур, меня зовут, а кто ты? Я Валькава из клана
Армида вингов, одного из древнейших родов Стургии. Слышали о таком клане, знаем. Мне доводилось слышать и о вас. Наконец-то мы встретились. Мне кажется, знакомство с вами может быть полезным. Было бы замечательно время от времени общаться. О как. О как. Хорошо, что Миланка об этом не слышит. Мне пора идти. Тоже, наверное, на турнире увидимся. Хотя, может быть, она на турнире не будет. Слишком, наверное, молодая. Было приятно встретиться с вами. Приходите, если что-нибудь понадобится. Хорошо? Ну, посмотрим, может, на турнире тоже будет участвовать. Кстати, такие хорошие гости. Может быть, и приз турнира будет хорош. Так, ну и последний гость здесь, в Аморе, в цитадели присутствует, в главном замке. Это у нас Рыжевол. С Рыжеволом мы уже не раз встречались. Это, получается, младший сын, по-моему. Да, младший сын Олика. Трувор, сколько лет, сколько зим. Все, разговоров больше не будет, но и о чем пойдет речь. В принципе, у меня к тебе никаких тем нету для бесед. Играть в каноны мы не будем с тобой. Увидимся на турнире, Рыжевол. Тогда до новых встреч, да, до новых встреч. Ну, пообщались, пошли теперь на турнир. Now then, come no closer. Forgive me, but one cannot be too cautious. I would ask you for your name. Нынешний император Северной Империи Пентон Нерецис был сыном старого императора Дросия Нерецеса, убитого в битве при Пендрайке. Your pardon. I did not catch your name. Обычно венец императора наследуют его сыновья, но это всего лишь традиция, а не закон. И в этот раз Сенат избрал генерала Ареника. Большинство императоров на его месте тут же избавились бы от потенциального соперника, но Ареник решил пойти на риск ради сохранения единства империи и оставил Пентона в живых. Семья Нерецис традиционно принадлежала к имперской олигархии, и поэтому Пентон поддержал Люкона в гражданской войне. Ну что ж, вот мы и на арене, а вот и мастер турнира к сражению. Добрый день, кажется, вам не впервые видеть арену. Чем могу помочь? Ну-ка, запиши, братан, нас на турнир. Хорошо, мы внесем ваше имя в список участников, и когда придет ваш черед, будьте готовы выйти и начать побоище. Ну что ж, погнали, ставочка. Полетели. Первый бой первого раунда. Это у нас Мафа, пускай качается. Пойти сам Олик. Олик и Секрет Меткий Глаз. Так. И один остался, да? Это у нас Олик. Хороша броня. Высекли его, вынесли. Ну и Секрет, извини, братуха. Так, этот раунд пропускаем. Из этого раунда выходит Аполлония, Рыжевол, Олик в следующем раунде второго тура, да? Так. Виана с Череполом, Секрет, Юха. Давай ставочку. Аполлония. Ты ли это, да? Это Юха. Ну и остался стургийский лучник. Остался. Что-то я сегодня буквы съедаю. Мы победили. Все четверо из нашей команды остались. Олик тоже проходит. Так, следующий, третий раунд, первый бой. Выходим с Вианешем Череполомом. С Вианешем Череполомом. Еще не совсем прокачался у нас Вианеш. Да, и бронька у него слабоватенькая. Ну ничего, ничего. Скоро все будет, Вианеш. Второй бой третьего раунда пропускаем. Ну и с Оликом в финал мы выходим. Так, этого с 3 топориков не снесешь. У него броня-то покрепче будет.
Посерьезней. Ой, блин, тем более третий топорик мы промахнулись. Подбивает. Еще раз отбил. Красавчик. Еще раз отбил. Но не тут-то было. Ну и победа. А знамя Орла Султана наше, получена известность плюс 3.0, заработано на ставку 750 золотых монет. Ну что ж, а теперь знакомой тропой в местную Аморскую таверну. По правую руку от музыкантов стоит наемник-ветеран. Ну, давай-ка пообщаемся. Вам нужны воины, господин? Мне и моему приятелю нужен новый хозяин. Считайте, что мы наемники. Но это и так понятно. За 3600 золотых монет мы к вам присоединимся. Вы не будете разочарованы, господин. Лучших воинов во всей Кальраде не сыщете. Ну да уж, да уж. Хорошо, что вы конные стрелки. Вот, блин, экипировочка у вас так себе. Хотя бы щит еще какой-нибудь был. Один колчан, один лук, ну и копье. Ну, правда, копье, конечно, длинная пика. Пойдем пообщаемся теперь с трактирщиком. Что он нам расскажет? Скрыть печаль свою стараясь, корчмарь нахмурил лоб сердито. Но наш Трувор понял, сердце корчмаря разбито. Не привык таким я здесь тебя, приятель, видеть. Что стряслось, скажи мне. Клянусь, лишь дьявол мог тебя обидеть. И поведал нам корчмарь о том, что вороги, с которыми ведет неравную войну Стургийское королевство, захватили уже 2 больших города, 9 деревень и 3 замка. И что сейчас на данный момент под осадой находятся еще 2 твердыни – замок Флинтольк и замок Мажадан. И не ровен час, что вороги скоро будут и у стен Амора. После этих новостей стало не по себе и Трувор. Верным спутником он велел немедленно собираться на помощь защитникам замка Мажадан. Но перед отъездом стоит заглянуть к броннику на рынок. Итак, сколько у нас знамя стоит? Орла Султана 8423 золотые монетки. Эффект от знамени: повышена точность оружия дальнего боя, минус 0,08. Непонятно, что тут повышено, если минус. Ладно, давайте мы его вообще продадим. 8423 монетки, а на эти деньги мы купим лошадей внутренних земель. 2 штуки, 5-0 у нас скорость стала, да? Охотничью лошадку возьмем. И 13 тургийских, если мы возьмем. О, 5-4. У нас тут минусов нету? Нету. Ну вот, повысили скорость. Скорость нам пригодится в нашем боевом походе к защитникам замка Маджардан. Так, мы получим 2634 золотые монетки. Великолепно. Мы еще и деньги получили. Ну что, вроде бы все важные дела мы в Аморе завершили. Сделали. Ах да, надо посмотреть воинов. Одного новобранца мы берем с собой в дальний путь, дорожку. Нам же еще надо стургийских солдат обучить для Аморского гарнизона по просьбе князя Олика. А в Чернобас заглянем, а потом пойдем в сторону замка Мажадан. Правильно? Правильно. В Чернобас еще посмотрим здесь, сколько нам дадут новобранцев. А 6. Вот как раз и 7 есть. Великолепно. Пошли тогда к замку Мажадан. 13 грабителей, но они уже слишком позади. Не буду я возвращаться. Не будем время терять. Мало ли здесь время играет против нас. 349 это вландийская армия, армия Сервика. Защитников в замке Мажадан 106, в гарнизоне 105 ополченцев. Не густо. Может, подкрепление подойдет. Кстати, Трувор подкачал управление, похоже. Да. Строевой сержант. Все воины получают по 2 очка опыта ежедневно. Затраты на гарнизон на 5% меньше. 7 ветеранов. Воины 4 класса и выше получают по 4 очка опыта ежедневно. Плюс 1 к ополчению в день. Но актуальней будет, конечно, сейчас строевой сержант прокачать. Опа. У Сикарда есть. 1 очко внимания. Одноручная.
стоит, металлочка стоит, атлетичность стоит. Ну, в металлочку мы закинем внимание. И, охотник как раз неплохой перк, плюс 40% к урону наносим метательным оружием лошадям. Пригодится в боях против кавалерии вландийской, имперской, ассирайской, ботанийской и т.д. и т.п. И всей другой кавалерии. Ну что, кто-нибудь еще подойдет на помощь-то? Так, озерные крысы крутятся. Пожель. Скальдерброды. О, рыжебол 66 воинов. Давай, давай, ближе, 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 ближе. Ночь, правда, уже. Давай-ка пускай день наступит хотя бы. Опаньки. И армия Исвана идет. А я первый нападу. Начать штурм осадного лагеря. Лучникам надо, наверное, все-таки уже подыскать командира. Их становится больше. Так, череполом не подходит. Железнобрюхий Арлич не подходит. Секрет как вариант. Влияние на воинов дальнего боя. Гроза всадников. Свобода действий. Мафа странится чисто на пехоту. О, Труор пока пускай будет. Голова мишень. Консервный нож. Быстрая корректировка. Мощные луки. Труор так Труор. Так, лучники. Здесь. Пехота у меня в свободном построении здесь. Кавалерия здесь. Конелуки здесь. Все. Вместе будем держаться пока что. Пошли на гору. Пошли за нашими братьями-стургами. Более-менее светло. Снежочек дает нам свет. Хорошо, что не в ботанийских мы лесах, стопях. Там бы, наверное, ничего бы не было видно. Так, враг нарисовался. Наши лучники встанут здесь. Конелучники здесь встанут. Кавалерия сюда, пехота. Ну, давай пошла ниже. Сейчас фиг различишь еще вражеских воинов. Но лучников-то я вижу их. До них далеко вот только. Так, пехота, стена щитов. А это что, не наша кавалерия? Вот не наша кавалерия. Да промазал ты, бро. Угу. Так, пехота ближе. Лучники, конелуки ближе. Особо-то отрядом нашим не рискуем. Так, на подстраховочке. Там вландиец. Вот вландиец даже. На-ка, попал. Отлично. Брали его. Самое главное, чтобы все живы были. Infantry! Move! Bowman! Move! Mountain forward! Cavalry forward! На конях сяду, погоняю. Ну, а теперь все-таки, в принципе, можно всех в атаку послать. 53 там, наверное, большинство отступает. Это у нас кто здесь? Ух ты. На-ка тебе 24 повреждения. Ой, что это за тормоза были? Уходит, гаденыш. Да, ушел. А вот еще сколько отступающих.
Да уйди ты, блин. Ну, хоть так. Хоть так, хоть так. 44 бойца осталось. Soldier, follow me! За мной, братишки. Да, у стургийцев тоже дофига новобранцев, но поистрепались, конечно, они в неравной войне. Давай, пошли все в атаку. Эй, в своего стрельнул. Но он мешался. Опять своего стрельнул. Ладно, больше стрелять не буду. Все, конец. Так, 7 пленников, из них лесной грабитель даже один. Ну, лесного грабителя возьму, остальных пока брать не буду. Возвращаться в Амор я не собираюсь, пока надо походить здесь. Посмотреть, что к чему. Так, тут сапожки неплохие выпали. Вианеш, не хочешь себе такие? Да, хочешь. На, держи. Перчаточки. Блин, и перчаточки тоже хорошие выпали. На, держи. Даже гарфет. На-ка, пользуйся. Обмерный наряд. Обмерный наряд у тебя тоже лохмотья вот эти вот найдутся. Сапожки нет, но шапочку можно заменить вот на эту вот. Ну и все, заберем вот эту вот добычу, что досталось. Пленников не перепало нам. Один прокачался, наемник с булавой, до элитного наемника с булавой. Так, Вианеша Череполому чуть-чуть приподнимем. Все. В списке, я имею в виду, приподнимем. И пойдем пока погуляем. А куда дальше армии пошли? Угу, к замку Утылаем. А мы прогуляемся к замку Флинтольк. Посмотрим, как там стакановка, что там за армия. Кто там? Так, лесной грабитель, добро пожаловать. Армия Рамунда, тоже вландийцы. Тоже вландийцы. Не пошалить нам здесь где-нибудь в какой-нибудь деревушке, например, Суэнрин, пока они Флинтольк осаживают, но они Флинтольк возьмут. Так, 31 грабитель даже. А нам до деревушечки. Так, здесь 28 получается ополченцев, применить силу, заставить отдать нам припасы 49. Они еще набирают местных жителей 19. Ополчение 30-ку набрали. В атаку. Нам же еще надо новобранцев качать. Да и сами еще подкачаемся. Так, луки. Пехота. Быстренько сюда. Кони луки быстренько сюда. Кавалерия. Быстренько сюда. Давай, давай на позицию, бойцы. Все, пехота, стена щитов. Так, лучники чуть повыше стали. Так, готовимся.
Стоим. Их забить. Убежал, что ли? Блин, убежал. Трое убежали. Так, пленники нам эти не нужны, ополченцы. Ай, ботиночки. Тут даже мирный... А, нет, ничего, не мирный наряд не перепадет. Если только Вианешу заменить. Вот. Ну и давайте сюда свои пожитки. Продолжить давайте еду. Так, посмотрим, у нас двое подкачалось. Это налетчик, до налетчика-ветерана. Флибустьер до лесного бандита. И у них тут, блин, 63 всего в наличке. Ну что, 63 так 63. 61 выручим. Так, флинтольк еще не захвачен. 31 грабитель. Как вариант, можно их сейчас завалить. Yeah? What do you want with us? Так, отличненько. 31. Loose from it! А Forward! луки? Stand apart! Move! Конелуки. Cavalry forward! Кавалерия. Stand apart! Пехота сова на построение. Move! Побросали немножко металлочку. Поддамажил одного. Hold! Art! Hold! Put attack! Hold their own! Все, в рукопашку пошли. Пехота. Every hold fire! Charge! Ну, и вы чё? Там трое убегают. Fire! Грабителей в плен брать не будем. Пожиточки их не только заберем. Ну и четверо. Кач. Воин-пират до капитана пиратов. Горец до разбойника. А два лесных грабителя до флибустьера. Готовска. Новобранцы не качаются. Плохо, плохо, плохо. Это плохо, плохо, плохо. Флинтольк заглянем, поторгуемся. С местными жителями. Флинтольк захвачен. Все, замок. Кстати, ту армию надо отвлечь. А вдруг она пойдет на Утылайм? Сейчас надо за собой ее отвлечь. За собой ее погонять, пока она не распадется. Так, купить товары. Здесь тыщеночка у местных есть. Спекулянтов. Вот, 998 выручаем. Сколько у нас сейчас летит? 529 золотых монет. Снабжение армии. Че, армия уже ушла? Нет, еще не ушла. Здесь стяги. Сейчас, наверное, выйдет. Меня увидит. Да. В раздумьях. Че, не на меня, что ли, побежали? Подожду здесь тогда. Смотрю, что они делать будут. Куда побегут. Так, двое пожелали присоединиться. Лесной бандит, лесной грабитель. Как здорово, как кучно. Все-таки, наверное, за мной они идут. За мной гоняются. Ну и пускай гоняются. Самое главное, Утылайм, чтоб наши стурги, братья-собратья освободили. Так, в арчике кто-то есть. Аккуратненько. Здесь ходим. В крайний рог заглянем, деревушечку. Там тоже поторгуем, если там деньги остались. У местных предпринимателей. 575 золотых монеточек. В принципе, нам это устраивает. Нас. Так. Угу. И на семерку еще что-нибудь можем? Не. Ладно. 568 золотых монет.
В Родобас, в принципе, можно войти. Вообще можно было грабить эти деревушечки, но они стургийские. Не хочу я отношения ухудшать с местными старостами. Так мы можем было спровоцировать в Арчиге восстание. Но не хочу этим заниматься. Кстати, укрытие горных бандитов тут высветилось. Так, 300 скидываем. Это мы скидываем оружие. Ух ты, ребристая булава всадника. Коротенькая. Но стоимость у нее хорошая. Вот так вот. 986 еще золотых монеточек. Талайм еще не взяли. Долго берут. Долго вы как-то там, братцы. Ингальтер вышел из Варчика. Ингальтер там прятался. Подождем. Опаньки, армия Исфана. Давай, иди на Флинтольк. Иди на Флинтольк, я здесь отвлеку. Только на Флинтольк идти. Да, он идет на Флинтольк. Великолепно. Еще бы кто-нибудь денежки мне дал. Так, кто присоединяется? Лесной грабитель. Прокачаться хочет у нас новобранец. Отлично. Стургийского воина. Флинтольк не вижу пока под осадой. Там по пути не перехватили армию. Во, теперь вижу. Теперь вижу. Теперь все идет по плану. И армия распалась. Распадается армия. 41 бы догнать Перика. Вальнуть бы его. Спугнуть бы его вот сейчас вот. Блин, там 49 уходит. Ой, он за мной побежал. Или не побежал? 49, иди отсюда. Вот, 41 надо мне. Его в ловушечку куда-нибудь, а? Да. Тату его, братцы. Что-то как-то мы его даже догнать не можем. Сейчас мы его в лесу догоним. Или ночью вообще. Армия Мимира. Или в тупик его. Так, кто хочет загнать? Или, загоняй его, братцы. Или как-нибудь, стараемся. Есть. Кого-то он там испугался на переправе. Демоларм из клана Перик. Стойте, где стоите, вы кто? Лучше узнать имена друг друга, даже если придется вступить в бой. Кстати, рыцарь у него хороший. Ух, ну была не была. Я Перик из клана Демоларм. Наша семья многие поколения служила королям в Ландии. Я вас не знаю, но это не имеет значения. Некоторые утверждают, что основать великий род куда почетнее, чем родиться в нем. Ладно, давай биться уже. Хватит разговаривать. Так, теперь квадратик, наверное, надо нам. Квадратик, хотя может быть кружок. Ну, давай попробуем кружок. Туда же лучников. Туда же конелучников. Туда и кавалериста. Да. Здесь стоим, толпимся. У них просто кавалерии 34 бойца. О! Братцы, давай сюда вот к деревьям. Здесь им будет по... хуже.
Все, стоим. Ап, свой. Отлично. Бей его. Давай, убегай. Не дай ему уйти. Отлично. Еще партия. Еще партия. Стоим, держим оборону. Там луки в нас стреляют. Так, есть. Уйди. Есть. Это свой. На коня. На коня лучника надо. Отлично. Тут неповадно было стрелять. Теперь добиваем кавалерию. Ай. Коротковато. На себя взял удар. Так, держимся, все вместе. Где они? Как мерзавец. Гасите его. Ах, ты убил. Убил пацанчика. Это наемник, по-моему, был. Да что ж у тебя за лошадь-то там? Отлично. По ногам. Стоим. Уф. Однако. Молодцы, братцы. Так, кто погиб у нас? 11 воинов погибло. Ай-яй-яй. Капитан пиратов. 2 лесных бандита, лесной грабитель. 4 наемника-ветерана. Стургийский воин, стургийский новобранец, флибустьер. Что ж, мы будем помнить вас, братья. Трувор получает мошенничество, а Трувор получает лидерство. Качает. Так, Перик, ты у нас в плену. Славненькая победа была. Ну, в принципе, мы у Амора недалеко. Давай-ка вот, кто пленник влезет. Сквайр один не влез, ну и что? Зато 26 пленников у нас в общем числе. Так. Ой, какой хороший у нас тут упало. Да, меч мы поменяем Горгия. Мы дадим ему перчаточки получше. За знамя сомкнутых копий. Так, Арличу мы тоже меч поменяем. Мы перчаточки поменяем. А в мирный наряд тебе... это нельзя в мирный наряд надеть. Так. Угу, обувку поменяем. Что у нас там дальше? Ну и пока все. В принципе. Добычу все забираем и до Амора уходим. Прокачалось у нас 7 бойцов. Наемник с булавой до элитных наемников. С булавой там 2, по-моему, было. Так, здесь воин-пират. Тут у нас стургийский воин. Здесь у нас разбойник с большой дороги, кавалерия. Лесной бандит. Флибустьер. Отлично. У нас получается
3 кавалериста. Но 3, наверное, он меня видит третьим. Так-то 2 кавалериста. И армия Мимира куда-то направляется. Так, что у нас там по... На паузу поставим. Флинтольк под осадой, Уталайм захватили. Сторги. Ну а мы в Амор уходим. Уходим. Наступят времена почище. Да, потеряли мы воинов в этой битве, но зато куш хороший должен быть. Ну и для бойцам обмундирование. Ну и плюс пленники, плюс еще добычу, которую мы скинем в Аморе. Но это уже будет в следующей серии или стриме. Всем спасибо, братцы, за внимание. До скорой встречи. Пока-пока.